Сегодня необычный выпуск. Ответы на очень актуальные вопросы об экзекутив-коучинге, заданные одним из самых активных зрителей канала. Привет, 911 Анатолий. Всем привет, с вами Андрей Якунин, и это канал для и про топ-менеджеров «Директория». Каждый вторник мы выпускаем полезный контент для топ-менеджеров. Сегодня будут ответы на следующие вопросы. Как появляются те самые коучи? Как понять, что специалисту необходим на данном этапе тот самый экзекутив коучинг? Какого уровня менеджерам более необходим таковой? Экзекутив коучинг может быть навязан более высоким руководством, и если да, то какие прогнозируемые результаты или эффективность? Как быть, если человек внутри себя формирует мнение, что ему необходимо участие специалиста в сфере экзекутив коучинг, куда обращаться и нормально ли это практика? Смотрите этот выпуск до конца, и вы узнаете много полезного и интересного. Поехали! Начинаем с ответа на вопрос, откуда появляются те самые коучи. Договоримся сразу, что мы ведем речь про коучей, работающих по международным стандартам коучинга какой-либо из крупных ассоциаций, где все опирается на практические научные разработки и исследования. И это не про аферистов, снимающих по часам апартаменты в Москва-Сити и элитный автомобиль для съемки роликов про успешный успех. Говорят, они и пачки долларов берут в аренду. Если смотреть на коучей вообще, то коучинг – это популярное и активно развивающееся направление во всем мире. И страны СНГ не стали исключением. По моим оценкам, в русскоговорящем сегменте безусловным лидером является Россия. Второе место, очень субъективно, делят Украина и Казахстан. Далее, с большим отставанием, к сожалению, идут остальные рынки СНГ. Множество людей с интересом идут обучаться коучингу в множество школ, представленных на рынке. Предположу, что ежегодно в СНГ проходит базовое обучение коучингу около 1500–2000 человек. Не все из них становятся практикующими коучами, и не все продолжают дальше развиваться в профессии. Но базу для развития рынка эти выпускники создают хорошую. Переходим ближе к экзекутив коучингу. Не открою тайну, если скажу, что многих новичков экзекутив уровень привлекает своей высокой стоимостью. Все знают или слышали, что экзекутив коучинг это дорого и там много зарабатывают. Но несколько раз попробовав предложить свои услуги руководителям, новички понимают, что может быть это и дорого, но очень-очень непросто. Остаются единицы, остальные выбирают себе более откликающиеся ниши. Карьерный коучинг, коучинг для родителей, коучинг молодых предпринимателей и так далее. Опишу портрет экзекутив коучей, которых я чаще всего встречаю. Обычно это человек от 35 лет и старше. У него или нее есть управленческий опыт в крупном бизнесе или же длительный опыт в большом консалтинге. Помимо развития в коучинге, человек обладает неким глубоким и интересным для управленцев опытом. Сразу оговорюсь, что есть и яркие исключения. Эстер Ланда и Юрий Мурадян, разрушая стереотипы, работают с топами, не достигнув и 30. Но это исключение, скорее подтверждающее правило. Кого я чаще всего встречаю в экзекутив коучинге? Первые – это такие же, как и я. Люди, пришедшие в коучинг из бизнеса, сами много лет руководившие предприятиями или проектами. Зачастую они знакомятся с коучингом, работая в корпорации, где проходят первичное обучение коучинговым навыкам. Достигая некоего определенного уровня в карьере, они либо открывают свои частные проекты, либо присоединяются к существующим консалтинговым компаниям. Естественно, после своего первичного обучения они проходят не один десяток курсов и школ, развиваясь в коучинге. И это, наверное, самая понятная для потенциальных клиентов категория коучей. Есть опыт в бизнесе, говорят на одном языке. Вторая категория – специалисты, вышедшие из практической психологии, имеющие за плечами профильное образование в психологии, магистратуру, множество курсов повышения квалификации, аттестаций и практический опыт работы с пациентами/клиентами. Для многих психологов коучинг является лишь одним из возможных инструментов работы. Но какая-то часть влюбляется в коучинг, я не могу подобрать другого глагола, и развивается именно в коучинге. Их профессиональный багаж знаний помогает им эффективно работать с директорами, и клиенты воспринимают их опыт как релевантный и ценный для экзекутив коуча. Третья категория, она в чем-то объединяет и первых, и вторых. Это бывшие или даже действующие HR-директора. Много лет работавшие или продолжающие работать в бизнесе, всю жизнь изучающие психологические аспекты управления персоналом,
ежедневно сталкивающийся с радостями и печалями руководителей, не понаслышке знающий, как там у них на управленческой передовой. Повторюсь, есть масса исключений, и мое мнение может быть очень субъективным. Но мой ответ на вопрос, откуда берутся экзекутив-коучи, простой – из бизнеса или психологии. Как понять, что специалисту необходим на данном этапе тот самый экзекутив-коучинг? Отвечу коротко, но потом расширю. Тогда, когда перед управленцем стоят сложные и непонятные задачи, а прикладного тренинга или обучающего курса, как с этим справиться, не можете найти. Или точно знаете, что такого не существует. Для меня грань появления необходимости экзекутив-коучинга достаточно накопленный практический и теоретический опыт управленца. Когда уже понятно, что очередной тренинг по переговорам или личной эффективности будет, как в известной поговорке, ученого учить, только портить. Мой хороший знакомый, руководитель с более чем 30-летним стажем, всегда возмущается, когда его включают в очередной тренинг. Когда эти тренера еще собирались идти в детский сад, я уже вел переговоры с крупными японскими компаниями. Возмущается, но все равно участвует в тренингах. По моему скромному мнению, executive coaching проявляет себя ярче всего именно в трансформации руководителем его собственного опыта, знаний, навыков во что-то новое. Есть такое избитое слово «синергия». Отдельные эксперты говорят, что это моветон использовать его в бизнесе. Итак, про синергию. Когда, казалось бы, из всего уже давным-давно известного, им самим создаются новые направления, идеи, уверенность, смелость. Роль коуча – грамотно вести процесс этой трансформации и по-партнерски поддерживать клиента в создании именно его личной синергии. Это точно не про выдачу готовых рецептов, как в аптеке. Еще раз, как понять, что необходим тот самый executive коучинг? Тогда, когда стоят сложные и непонятные задачи, а прикладного тренинга или обучающего курса не существует. Какого уровня менеджерам более необходим executive коучинг? Есть множество примеров компаний, внедряющих коучинг в свою организацию, и тогда возможность работать с коучем возникает у множества сотрудников. Но я не знаю примеров, когда топ-менеджеры компании работают со своими коучами. Возможно, есть, но я не знаю. Чаще всего executive коучинг заказывается для первого руководителя и его первой линейки менеджеров. Члены совета директоров, председатели правления. Знаю о кейсах работы с независимыми директорами. Возможно, работа с executive коучем для сотрудников, включенного компанией в управленческий пул талантов, когда компания осознанно инвестирует в условно молодого и талантливого руководителя для уверенного и гарантированного развития согласно его карьерного плана. Подытожу ответ на вопрос, какого уровня менеджерам более необходим executive коучинг. Первый руководитель и все, кто рядом, и выше по иерархии, и ниже. Executive коучинг может быть навязан более высоким руководством, и если да, то какие прогнозируемые результаты и эффективность? Сам вопрос подразумевает негативный ответ. Если коучинг действительно навязали, он воспринимается руководителем как пятое колесо у телеги. С большой вероятностью эффективность будет стремиться к нулю. Тоже могут быть исключения. Есть примеры, когда между клиентом и коучем складывалось партнерство, доверие, и невзирая на навязывание, клиент успешно работал с коучем. Поделюсь своими наблюдениями про навязывание executive коучинга. Чаще всего компания действует из действительно лучших побуждений, возможно, уже имея положительный опыт в других странах или с другими топ-менеджерами. Но зачастую не уделяют внимания этапу информирования руководителя о мотивах запуска такого проекта, формированию понимания и доверия к этому подходу, осознанию полезности конкретным руководителям. В итоге я иногда слышу от наших клиентов или кандидатов о том, что HRD или CEO наняли коуча, который должен выяснить все явные и не очень мысли, узнать слабости и сообщить об этом руководству. Такой высокоуровневый шпион на задание Ее Величества. Шутка, но ничего веселого в этом нет. С внутренним недоверием клиент начинает валять дурака и вместо продвигающей работы имитировать ту самую работу. Деньги и время потрачены, посеяны зерна недоверия, чего добились проектом. Мой совет, если вам навязывают проект с коучем, вникайте в суть проекта, подробно расспросите историю возникновения проекта, какие стоят задачи, почему именно вы.
Расспрашивайте об опыте коуча, попросите предоставить этический кодекс, по которому он работает, запросите рекомендации от конкретных клиентов. Набрав массив информации, проведите ознакомительную встречу с коучем и обсудите с ним возникшие вопросы. Относитесь к таким проектам как к инвестициям вашей компании в вас, не как обременительную обузу. И выжимайте из этих инвестиций максимум пользы и для себя, и для компании. Ну и не забывайте, у вас всегда есть возможность отказаться от участия в подобных проектах, даже если он уже начался. Я не зря упомянул ранее этический кодекс. Если у коуча нет этического стандарта, не работайте с ним. Если есть, то вы вправе требовать его соблюдения. Конфиденциальность сессий – это стандарт коучинговой этики. Конфиденциально даже для высшего руководителя и HRD. Если нет доверия и понимания, скажите свое твердое «нет». Хороший повод для инициаторов разобраться, почему проект не пошел. Иногда благими намерениями вымощена дорога сами знаете куда. Как быть, если человек внутри себя формирует мнение, что ему необходимо участие специалистов в сфере Executive Coaching, куда обращаться и нормально ли это практика? Да, и с такими кейсами мы сталкиваемся регулярно. Чаще всего руководители озадачивают своих HRD таким вопросом. Обсудив с инициатором, насколько осознанно менеджер запрашивает такую поддержку, HR-директор может приступить к поиску соответствующих коучей, объявлять конкурс, проводить прямые переговоры с известными им коучами и так далее. Естественно, при условии наличия бюджета на это. Иногда директора сами обращаются к известным коучам или агентствам, которым они доверяют, аллоцируя бюджет, выделенный бизнесом на развитие именно его. Есть кейсы, когда топы готовы вкладывать свои личные средства. Кто-то, не желая вовлекать свою компанию никоим образом в такие проекты, кто-то, осознавая необходимость, готовность, но понимая, что денег в компании на это нет и не будет. Кстати, мы не работаем напрямую с руководителями из компаний, являющихся нашими действующими клиентами. В первую очередь из-за этических вопросов. Как пример, некий директор в прямом коучинге может рассматривать вопросы смены работодателя. Это же его собственный проект с коучем, он волен это делать. Но как тогда поступаем мы по отношению к своему клиенту, компании, являющейся работодателем этого руководителя? Сложный этический момент, который лучше изначально избежать. Друзья, спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Особая благодарность подписчику 911 Анатолий за глубокие вопросы, которые помогли приоткрыть многие нюансы экзекутив коучинга. Повторюсь, выжимайте максимум из инвестиций, вкладываемых в вас компаний. И экзекутив коучинг – это именно тот случай. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем спасибо, всем успехов, пока! Пару минут полезной информации от рубрики «По вашим письмам». Доброе утро!